Всем привет! Меня зовут Владимир. Вы находитесь на моем YouTube канале, посвященном разработке всяческих веб-инструментов под названием калькуляторов, которые помогают вам быстрее, правильней считать всякие игровые параметры различных игр и, соответственно, грамотно принимать решения по прохождению той или иной игры. Я быстренько пробегусь по этим проектам. Вот основной проект, которым я занимался, это были «Войны престолов». Здесь быстренько пробегусь по менюшке. Здесь очень удобно считать количество ресурсов, количество юнитов, всяческие варианты атаки, защиты и тому подобное. Данные все там записываются, кэшируются, сохраняются, можно загрузить. Это уже само собой атрибут нормального боевого портала. Это сайт посвящен «Войны престолов». Также у этой игры есть куча клонов. Производители постарались, сделали там штук 5 этих клонов. И, соответственно, я также адаптировал этот портал на другие подобные клонированные игры. Stonefall, Кодекс Пирата, Правила войны, Спарта, Конфликт. Все в этих в одном же стиле, с другими иконочками в юнитов, но суть одна и та же. Ну и подсчет, там всякие моменты почти везде одинаковые. Вот. Под вашу конкретную игру, да, если вы данными играми интересуетесь, элементарно делается подобного рода калькулятор. Сообщайте мне в комментариях или в письме по обратной связи или из любого проекта, что вы хотите, какую игру вам хотелось бы просчитать или там понять какие-то моменты хитрые. Пишите, договоримся. Вот, значит, помимо игровых проектов я еще занимаюсь различными проектами коммерческого характера. Игровой проект полностью некоммерческий. Здесь я ничего не продаю, ничего не покупаю. Есть у меня проекты общественные. В частности, я участвовал в первом конкурсе по открытым данным от Минфина Российской Федерации. Вот это конкурсная работа. Ничего такого экстраординарного у меня нет. Кроме того, как берутся здесь данные по банкам. Каждые там 10-15 минут синхронизируется с Минфином их состояние лицензии, и на сайт выводится их состояние, у кого действительные лицензии, у кого не действительные. Также реализован быстрый поиск. Допустим, найдем Райффайзен. Вот уже по первым буквам он нашел. Вот, и состояние этого лицензии каждого банка в каждом городе можно увидеть. Ну, дополнительно я сделал так для себя, для шутки ради, что писалось об этом банке в СМИ. Нажав на эту кнопочку, мы перемещаемся на новости о этом банке. Дополнительно я сделал чисто для себя и для друзей такой проект, тоже некоммерческий. Называется он «Новостной агрегатор». Ну, новостной агрегатор, кто не знает, это сборщик из разных источников новостей и, соответственно, представление их там, в удобном уже обработанном виде. Данный новостной агрегатор работает у меня уже с 2014 года. Здесь вот можно посмотреть новости с 2014 года. И в свободном полете, без модерирования, без всего, без рекламы, которая сейчас полно везде. Можно спокойно, быстренько поискать какую-то интересную новость, которую пропустили, увидеть ее в разных источниках и ознакомиться, так скажем.
Очень удобно пользоваться в дороге, потому что мобильная версия сайта очень хорошая. Здесь данный новостной агрегатор используется как исходник моих других проектов, таких как новостных лент на сайте. Я беру отсюда новости и приделываю там окно модерации, там, функционал модерации для заказчика, в котором уже сам админ или заказчик самостоятельно выбирает, какие новости ему показывать, какие нет. Вот такие проектики. Еще раз повторюсь, если вам хочется создать какой-то аналогичный веб-калькулятор, да, который помогает вам что-то рассчитать, вот, наподобие всяких таких проектов, обращайтесь, буду думать, как реализовать совместно с вами. Здесь дело творческое. Обращайтесь по обратной связи, подписывайтесь на канал, будем развивать эту тему и дальше. Все, спасибо за внимание, до новых встреч, до свидания.